Серьезный разговор о войне. Статья на РТ за 11 мая 2020 года. Сергей Аксёнов. Россия проведет серьезный разговор с американскими официальными лицами из оппозиции США по Второй мировой войне. Подобное обязательство содержится в заявлении МИД РФ в связи с попытками Вашингтона переписать историю победы над нацизмом. Белый дом 8 мая опубликовал в соцсетях сообщение, в котором победителями были названы Соединенные Штаты и Британия. «Дух Америки всегда будет побеждать. В конце концов, именно это и происходит», говорилось в тексте. При этом Советский Союз даже не упоминался. У американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества, посетовали российские дипломаты, и напомнили о заявлении Владимира Путина и Дональда Трампа к 75-й годовщине встречи союзников на Эльбе. Вряд ли в Белом доме действует по принципу «кто в лес, кто по дрова». Искажающая историю версия публикуется в сети намеренно, с целью однажды сделать ее мейнстримом. Пока еще такая позиция вызывает отторжение и на уровне официальных лиц, и, что гораздо важнее, среди простых людей. Соотечественники активно поучаствовали в обструкции взорвавшихся американцев. Дается... А давайте, у нас же есть электрическая барышня. It was the Soviets who beat the Nazis, and they lost 20 million people in the process. US came in at the end. We need no illusion about the great America. You should apologize. Такие возмущенные комментарии можно еще увидеть под провокативным постом Белого дома. Остальные, как заметили читатели, методично удаляют. Правда, глаза колят. Но как долго будет продолжаться это перетягивание каната? Если из года в год медиа и официальные лица ведущей мировой державы будут излагать свою собственную версию истории Второй мировой войны, однажды со сменой поколений она может стать на Западе доминирующей. Ведь капля камень точит. Сначала отрихтуют состав победителей, а потом и сам СССР могут записать в число виновников кровавой мировой бани. Еще и ответственность за Холокост повесят. Кажется невероятным? Много невероятных вещей произошло после 1991 года, так что отпор придется давать и серьезный. Не зря проблемой озаботились не только в МИД, но и в парламенте. Так, глава комитета Госдумы по международным делам назвал происходящее политической амнезией и ампутацией памяти. 9 мая замалчивание подвига советского воина-освободителя выглядит особенно цинично, неблагодарно и подло. В Белом доме «Стоит провести исторический ликбез», написал Леонид Слуцкий. Верно. И кажется, ликвидацию исторической амнезии в Москве стали готовить уже давно. Первым актом должен был стать военный парад в Москве. Чувствуя то исключительное значение, которое имеет для России память о войне, особенно сейчас, в условиях глобальной турбулентности, когда мир трясет и лихорадит, в Кремле решили придать 75-й годовщине Победы особое значение, сделать парад по этому поводу чем-то исключительным, пригласив в Москву практически всех мировых лидеров и наглядно показав миру, кто есть кто. Увы, вмешался случай, пандемия. Пришлось пока ограничиться авиашоу. О втором акте ликбеза можно попробовать догадаться. Вероятно, и может стать визит Владимира Путина в Китай 3 сентября. Дата пока предварительная, но сакральная. Именно 3 сентября в Китае празднуют окончательный разгром Японии. И именно эта дата выбита на памятной медали за победу над Японией, которой были награждены 1,8 миллионов советских солдат. Таким образом, визит президента РФ зафиксирует факт победы нашей страны и Китая над союзной Германией и Японией. Логично, что третьим актом ликбеза мог бы стать пересмотр России даты начала Второй мировой войны с вполне очевидными политическими последствиями. Вести отчет следует не от вторжения Гитлера в Польшу 1 сентября 1939 года, а от соглашения, заключенного Британией и Францией с Италией и Германией в Мюнхене. Напомню, премьер-министр Чемберлен подписал его не с каким-то там Риббентропом, а с Гитлером лично. Последствия Мюнхенского сговора, как его верно называют в советской и российской историографии, известны. Аннексия Судетской области Чехословакии. После этого Гитлер возомнил, что ему можно все, а попытки СССР сколотить коалицию для противодействия нацистской Германии наткнулись на холодное равнодушие Запада, в первую очередь Британии, уверенной, что она обеспечила мир для себя. Характерно, что
Как первый шаг к войне Мюнхенское соглашение расценил и бывший в тот момент неудел Уинстон Черчилль. Это был сильный ход. Кажется, пересмотра, переоценки Мюнхенского сговора и намерен добиваться президент РФ. О необходимости осудить его Путин заявил 8 мая, хотя вряд ли супостат пойдет на такое. Там отлично понимают связь между историей и актуальной политикой, и поэтому всеми силами держатся за пакт Молотова-Риббентропа, позволяющий косо смотреть на СССР, а значит и на Россию. Однако Москве следует делать свое дело. Не жаловаться на двойные стандарты, а насаждать свой взгляд на историю. Сергей Аксёнов. Серьезный разговор о войне.